Всем здравствуйте! Сегодня хотел бы обговорить немного странную тему про фазы Луны в террарии. В террарии Луна проходит цикл из 8 разных фаз, которые друг друга меняют каждую ночь последовательно. Фазу Луны можно определить с помощью сектанта, который можно получить с задания рыбака с шансом 2,94%. Либо скрафтить с карманного справочника рыбака и метеорадио, кинутых в шиммер. Восемь фаз Луны. Полнолуние, убывающая Луна, последняя четверть, старая Луна, новолуние, молодая Луна, первая четверть, прибывающая Луна. Сделаны не просто так. Они влияют на мобов и нипов. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил. Начнем с мощности рыбалки. При полнолунии шанс на рыбалку увеличивается на 10%, при убывающей и прибывающей луне плюс 5%, при новолунии минус 10%, при старой и молодой луне минус 5%. При полнолунии на поверхности цветет смертеросль, появляется оборотень и феи, а при новолунии повышен шанс на спаун демонического блуждающего глаза, призрака, светлячка и феи. Также при погружении ременитового кирпича в шиммер он меняется в зависимости от фазы Луны. При полнолунии красильщик продает теневой и негативный краситель, а маляр от разных фаз Луны разные картины. Стимпанкер от 1 до 4 фазы Луны продает свою одежду, а от 5 до 8 фазы реактивный ранец. Механик свою классную удочку продает только во время 2, 4, 6 и 8 фаз Луны. Портной во время полнолуния продает костюм водопроводчика и белый смокинг. На убывающей луне костюм доктора, в хардмоде на 3 фазе продает смешную шляпку Темо Шентер, которая является традиционным шотландским головным убором для мужчин, и в последующие фазы луны продает костюмы. 4 фаза синий костюм выпускника, 5 фаза костюм принцессы, 6 фаза бордовый костюм, 7 фаза ковбойский костюм, 8 фаза черный костюм выпускника. Стилист продает краски для волос время. В зависимости от времени суток будет меняться цвет краски. Зоолог продает разные фури костюмчики от костюма лисички до костюма зайчика. Дриада продает растения в горшке, и я просто прикреплю табличку, и вы сами разберетесь в этом вопросе. Так будет намного легче. Гольфист продает картины, разные в зависимости от фаз Луны, при условии, что вы заработаете больше 2000 очков в гольфе. Самая интересная и полезная часть это скелет-торговец. Он спавнится рандомно в пещерах, и его перечень продаваемых предметов полностью зависим от фазы Луны. В полнолунии он продает деревянный бумеранг, странное варево, синий противовес, сигнальную ракету спелеолога, светящуюся палочку спелеолога и волшебный фонарь. Последний будет летать за вами и светить путь. Вторая фаза Луны дарят нам малую хилку и в хардмоде среднюю хилку, красный противовес, зонтик. Третья фаза жезл искр, в хардмоде магический кинжал, странное варево и пурпурный противовес. Четвертая фаза начинает даровать печной батон, который увеличивает радиус действия рабочих станций на 4 блока навсегда. То есть вы можете дотянуться до наковальни или печь на расстоянии 4 блока. Далее табуретка, малая и средняя хилки,
зеленый противовес. Пятая фаза. Печной батон, Эглет, странное варево и синий противовес. Шестая фаза. Печной батон, альпинистские когти, малая средняя хилка, красный противовес. Седьмая фаза. Руководство по плетению веревок, странное варево, пурпурный противовес. Восьмая фаза. Радар, малая и средняя хилка, зеленый противовес. Но это еще не все. С первой по вторую и с пятой по шестую фазу продаются костяные стрелы. С третьей по четвертую и с седьмой по восьмую обычные. Для йошников в хардмоде к выбору с первой по четвертую фазу Луны ее градиент. С пятой по восьмую ее формат S. Я надеюсь, рассказал что-то новое и интересное. Всех благодарю за просмотр, всем до новых встреч, пока.